Друзья, если вы заметили, практически в каждом своем топе в начале видео буквально 3-4 минуты я уделяю внимание тому, на что стоит обращать внимание при выборе того или иного устройства. Исходя из темы видео, я рассказываю, на какое железо стоит ориентироваться, какой процессор, сколько памяти, что важно, чем можно пренебречь и все тому подобное. Вы еще очень часто любите называть это водой и любезно всем сообщайте в комментариях, с какой минуты стоит смотреть данное видео. Но ирония состоит в том, что после подобных комментариев я продолжаю видеть все больше и больше сообщений с точечными вопросами, на которые ранее, как раз таки в таких моментах, в каком-то из своих топах я уже отвечал. Поэтому я решил сделать ход конем и посвятить аж целое видео с ответами на все популярные вопросы касательно выбора ноутбука. Думаю, что это будет отличным решением и уверен, каждый из вас может вынести для себя много полезной информации и в будущем даже использовать ее как своего рода шпаргалку. Если вы впервые на моем канале, то меня зовут Влад, буду благодарен вашей подписке и комментарию, обязательно поддержите это видео лайком и мы начинаем. И первый популярный вопрос: какого производителя выбрать ноутбук? Данный вопрос очень часто возникает у людей на самых начальных этапах выбора себе нового ноутбука, когда они понимают, что с одинаковыми плюс-минус характеристиками сейчас на рынке просто огромное количество моделей и от совершенно разных брендов, а какой лучше взять, непонятно. Вопрос на самом деле непростой, в каждом из производителей есть свои моменты, но при этом сложного в этом также абсолютно ничего нет. Более подробно я уже раскрыл этот вопрос в одном из моих прошлых видео, ссылку на него я оставлю вот здесь вот в подсказке, но я все же очень кратко повторюсь. Чаще всего клиенты запрашивают ноутбуки от производителей HP и Dell, потому что они достаточно надежные, хорошая сборка, качественные комплектующие, в основном стильный дизайн и отличный корпоративный сегмент. Для работы прям разгребают только так, при этом у них далеко не всегда привлекательные цены. У Lenovo зеркально наоборот, посредственное качество сборки, не всегда качественные комплектующие, над дизайном следует также поработать, но при этом очень привлекательные цены. При идентичных технических характеристиках ноутбуки от Lenovo всегда будут стоить дешевле своих конкурентов. За это многие покупатели предпочитают пренебречь удобством и надежностью, но при этом взять дешевле и с такой же производительностью. Реже берут ноутбуки от Apple и Asus и еще меньше от Acer. Про Apple рассказывать много, думаю, не стоит, своя экосистема, стильные, производительные, легкие, с крутым экраном и хорошей автономностью. Минусы: очень высокая цена, закрытая система, тем самым меньше возможностей, чем на винде. Asus дороже остальных при одинаковой конфигурации, небольшое количество линеек, но при этом хорошая сборка, достойные комплектующие, качественный тачпад с клавиатурой даже в бюджетных моделях и стильный дизайн. Acer приобретают реже всего, сходу сложно сказать почему, ведь производитель хорошо славится своими портативными моделями и разнообразными трансформерами, тот же Swift и Concept D. Линейка Aspire создает по цене хорошую конкуренцию в бюджетном ценовом сегменте, но, как по мне, очень слабые с точки зрения стильного дизайна, качества сборки и надежности. При этом у них также бывают очень интересные модели, но опять же более подробно вот здесь вот. С каким экраном и какой матрицей стоит выбрать ноутбук? Начнем с покрытия. Глянцевые дисплеи, как правило, более яркие, у них более насыщенная, интенсивная и контрастная цветопередача и особенно глубокий черный цвет. Матовые же дисплеи имеют антирефлексное покрытие, которое гасит блики, поэтому в помещениях с искусственным или естественным освещением за такими мониторами работать будет комфортнее. Но также существует глянцевый антибликовый экран, это что-то среднее, он вроде бы глянцевый, но при этом полуматовый, многим нравится. По матрице тут все достаточно просто. Ноутбуки с TN-матрицей стоят дешевле и у них более быстрое время отклика, но при этом плохая цветопередача, низкая контрастность, черный цвет плохо передается и маленькие углы обзора. У матрицы MVA-VA высокая яркость и контрастность. Цвета отображаются лучше, чем у TN, неплохая цветопередача черного и углы обзора до 160 градусов. Из минусов: искажается цветопередача, битый пиксель выглядит как черная точка и большое время отклика, примерно 25 миллисекунд. IPS самый лучший, но и самый дорогой вариант. Черный цвет выглядит черным, битый пиксель выглядит не ярким, а черным, хорошая контрастность, самая лучшая цветопередача
и углы обзора. Из минусов большое время отклика, большое энергопотребление и самая дорогая технология. Я бы брал IPS. С какой диагональю выбрать ноутбук? Тут все зависит в первую очередь от ваших задач. Если вы покупаете себе ноутбук с целью возможности работать удаленно в совершенно разных местах, лучше взять диагональ поменьше, от 13 до 14 дюймов. В крайнем случае 15,6, но с последним скорее всего вам уже будет не так удобно. В то же время вы должны понимать, что чем меньше экран, тем вам возможно будет менее комфортно за ним работать. Опять же, все зависит от того, какими программами вы будете пользоваться. То есть тут нужно лавировать между удобством в одном и удобством в другом и выбрать, что вам будет важнее. 17 дюймов имеет смысл брать только если вы покупаете себе игровой ноутбук или для работы с графическим дизайном, 3D моделированием, видеомонтажом, проектированием и все в этом духе, где для удобства работы необходим будет экран как можно больше. 15,6 это такая золотая середина, поэтому если вы не уверены, что маленького экрана вам будет достаточно или вам нужен большой ноутбук с диагональю 17,3, берите ноутбук со стандартной диагональю 15,6. Где лучше купить ноутбук? Сейчас, слава богу, уже не то время, когда нужно было ходить за ноутбуком на какой-то радиорынок или когда существовало всего 2-3 глобальные розницы, которые ими торговали. Нет. Мы живем с вами прекрасную эпоху, когда можно, сидя у себя за компьютером, зайти в интернет и мало того, что самостоятельно подобрать себе нужное устройство, тот же ноутбук, задать определенный порог цены, выбрать из нескольких производителей или из всех вовсе с необходимым железом, даже нужного цвета, так еще и посмотреть, в каком из магазинов на данный момент он сейчас продается по лучшей цене. Это просто супер. Лично я постоянно этим пользуюсь и спокойно потом перехожу в нужный мне магазин и выгодно покупаю. Нужно понимать, что везде товар один и тот же, они попросту не могут быть разными. Один в одном магазине и такой же, но чуть хуже в другом. Нет, везде модели продаются одинаковые, которые производились на одном заводе и возможно даже одним китайцем. А вот как везен был товар в страну и какую продавец дает на него гарантию, вот это уже вопрос. Поэтому всегда уточняйте насчет гарантии от производителя или от магазина. Как минимум год должен быть 100%. Больше года дают производители на более дорогие ноутбуки или же сам магазин за дополнительную плату. Какой ноутбук выбрать для работы или учебы? Друзья, просто отличнейший вопрос, и вот в этом видео у меня был на него просто отличнейший ответ. Если не видели, поставьте сейчас это видео на паузу и обязательно посмотрите, потому как там я очень подробно все это рассказал. Также около полгода назад я выпускал уже подобный ролик, в котором я также достаточно хорошо разобрал этот вопрос. Ссылку также для вас вот здесь вот прикреплю. Модели там возможно уже не актуальные, но общие моменты 100% будут полезны. Так что посмотрите. Какой выбрать игровой ноутбук? Тоже очень хороший вопрос, и как вы думаете, что? Правильно, вот здесь вот подсказки, на него был очень подробный и развернутый ответ. И вот ведь топов с подборками моделей просто завались, но нужно ведь еще понимать, почему были выбраны именно эти модели, а не другие. Так что обязательно посмотрите. Что лучше, игровой ноутбук или компьютер? Однозначно компьютер, но, к сожалению, сейчас его покупать абсолютно невыгодно и более того проблемно. Большое количество именно хороших комплектующих все еще в жутком дефиците, и цены на них, как вы понимаете, никто спешить опускать не собирается. Как прогнозируют аналитики, ситуация до конца года скорее всего никак не поменяется, а вот уже со следующего года будет потихоньку налаживаться, плюс майнеры, надеюсь, уже успокоятся хотя бы на некоторое время, и можно будет себе купить наконец-то видеокарту за плюс-минус нормальную цену. Nvidia там все рассказывает о том, что они сделают все, чтобы на их новых видеокартах майнеры не смогли добывать свою криптовалюту. Но они забывают о том, что за эту как раз таки новую видеокарту придется также прилично заплатить. Не говоря уже о том, что криптовалют много и майнерам это сильно не помешает. Ну ладно. В любом случае десктопное железо более производительное, чем лэптопное. Его гораздо проще кастомизировать, что-то убрать, что-то добавить. С охлаждением железо чувствует себя гораздо лучше в системном блоке, чем с двумя, а то и одним вентилятором и несколькими теплотрубками. С другой стороны, компьютер в любом случае вам выйдет дороже, чем ноутбук. Придется покупать к нему монитор, клавиатуру с мышкой, и тут от этого никуда не деться. Плюс ноутбуком вы становитесь более мобильными, можете взять его с собой
к бабушке в деревню, в офис на работу, в универ, куда угодно и продолжить работать так же, как и дома. Тут смотрите на то, что вам важнее. А может мне купить MacBook? Этот вопрос я стабильно себе задаю чуть ли не каждые 3 месяца. Глупо отрицать то, что MacBook это отличный рабочий инструмент, с каждым включением которого вы будете продолжать кайфовать каждый день. Ни один ноутбук вам этого не даст. Гарантирую. Но рассматривать его к покупке лично я считаю нужно только тем людям, которые собираются с помощью него зарабатывать деньги. Причем неважно как, писать сценарии или посты в соцсетях, работать в браузере, удаленно в терминалах RDP, монтировать видео, рисовать графику, да все что угодно, но не просто сидеть в ВК или смотреть YouTube. Тогда это самая глупая трата денег, которую вы только могли совершить. Это дорогой инструмент, который должен рано или поздно себя купить. Но это лично мое мнение. У него достаточно производительности и скорости работы, чтобы обеспечить вам быструю работу, качественный экран, который обеспечит вам комфорт, и большая автономность, что очень важно. Какой ноутбук купить, если важна автономность? На продолжительность времени работы ноутбука влияет много факторов, поэтому заранее сложно предсказать, как долго тот или иной ноутбук будет работать в зависимости от цены и характеристик. Как тот или иной производитель реализует меры энергосбережения для процессора, экрана, сети. Это все скажется на времени автономной работы вашего устройства. Чем ярче и выше разрешение экрана, тем больше энергии он тратит. Следовательно, стандартный Full HD с диагональю 14 дюймов будет потреблять значительно меньше, чем 15,6-дюймовый экран с разрешением 4К. Для процессоров серия Y потребляет меньше, чем серия U, которая в свою очередь потребляет меньше, чем серия H. При этом все новые процессоры обладают тенденцией к большей оптимизации батареи, чем старые. Дискретная графика, то есть видеокарта, потребляет больше энергии, чем встроенная в процессор. Также подсветка клавиатуры и разные RGB-светильники, то, что многие так сильно любят. По автономности на высоком уровне находятся ноутбуки Apple, как я уже и говорил, либо какие-то ультрабуки, если нужна винда, от того же Dell, HP или Acer. Стоит ли покупать бэушный ноутбук? Лично мое мнение, это не тот продукт, который следует брать с рук, а особенно если вы не хороший специалист в компьютерной технике. Ведь даже если опытный компьютерщик будет покупать себе ноутбук, прогонит его всеми тестами на охлаждение, состояние комплектующих, вскроет его, даже он может пропустить и не заметить один важный момент, который в последующем времени может стать роковым в жизни данного железа. Поэтому если вы не разбираетесь, то даже не думайте. Кроме большой цены в покупке нового устройства, есть множество своих положительных моментов. Это гарантия от производителя как минимум 1 год, что очень хорошо, так как брак товара или выход из строя какой-то из комплектующих просто никто не отменял. Ведь это железо, ему свойственно ломаться. Уверенность в том, что железо новое и его никто не эксплуатировал, позволит вам распоряжаться тем, как оно в дальнейшем будет работать, потому что это зависеть будет только лишь от вас, от того, как вы будете им пользоваться и при каких условиях, так как никто при продаже не скажет вам правду, ремонтировался ли он и так далее. Лучше всего переплатить, взять в ту же рассрочку, но как минимум года 3-4 не переживать за него абсолютно. Ну вот, собственно, и все. Видео получилось достаточно долгим, но я очень надеюсь, что информативным, интересным и полезным. Если данный формат видео вам понравился и вы хотели бы и дальше видеть что-нибудь подобное на моем канале, тогда обязательно дайте мне знать об этом в комментариях. И, конечно же, поддержите это видео лайком. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны, обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные и познавательные видео. А меня зовут Влад, вы смотрели канал DevideU. До скорого!